Привет, друзья! Сегодня у нас целый ряд тем, которые уже вызывают оживленные дискуссии в Германии и Европе. Почему в Северном Рейне-Вестфалии альтернатива для Германии уверенно усиливает позиции, и это может изменить политический баланс? Что происходит во Франции, где правительство рискует потерять доверие парламента? Почему Германия принимает новый рейс из Пакистана и чем это грозит внутри страны? Как на немецкую промышленность повлияла торговая сделка с Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом? И почему машиностроители несут убытки? И еще очень личное признание экс-министра экономики Германии Роберта Хабека в эфире, а также серьезный прогноз, станет ли не хватать сотен тысяч специалистов для энергоперехода. Все эти события складываются в картину, которая затрагивает не только Германию, но и всю Европу. Поэтому оставайтесь до конца, будет интересно. Подписывайтесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить самое важное. Итак, в Северном Рейне-Вестфалии, крупнейшей федеральной земле Германии, надвигается ощутимый политический сдвиг. На местных выборах 14 сентября ожидает заметные успехи партии «Альтернатива для Германии», особенно в промышленных городах Рурской земли, кстати, ранее традиционно ориентированной на социал-демократическую партию. «Альтернатива для Германии» сейчас набирает там силу. В тех же Гельсинкирхе и Дуйсбурге, где в феврале на выборах в Бундестаг «Альтернатива для Германии» уже обошла СДПГ, ситуация остается напряженной. Ключевая тема, на которую опирается «Альтернатива для Германии», это безопасность, борьба с мусором и социальное расслоение. Статистики отмечают, многие ее сторонники – это бывшие традиционные избиратели социал-демократической партии Германии СДПГ, недовольные тем, как решаются проблемы на местах. Профессор Оливер Лемберг из университета Бохума подчеркивает, партия предлагает точечный отклик на разочарование, особенно в регионах с промышленным спадом. Эксперты прогнозируют, что альтернатива для Германии усилится в городских советах, но маловероятно, что ее представители станут мэрами ввиду отсутствия коалиционной поддержки. Аналогичный анализ показывает, в Дортмунде, например, она лишь увеличила свое представительство, но далеко не стала доминирующим игроком. Эти выборы рассматриваются как первый серьезный тест после федеральной кампании. В случае сильных результатов демократические партии окажутся перед дилеммой: включать альтернативу для Германии в формирование большинства в органах или придерживаться политики дистанцирования. А дальше интересная новость. Во Франции назревает серьезный политический и финансовый кризис. Премьер-министр Франсуа Байру объявил, что 8 сентября проведет голосование о доверии правительству. Суть в том, что без парламентской поддержки он не сможет принять свой антикризисный бюджет, предусматривающий сокращение дефицита, внимание, на 44 миллиарда евро. Однако у него нет большинства, и основные партии от леворадикалов до праворадикалов и социалов уже объявили, что проголосуют против. Такое развитие событий настораживает рынки. Доходность французских десятилетних облигаций выросла до 3,53%, приблизившись к критическим уровням, что усилило давление на банковский сектор и фондовый индекс КЕК-40, который уже снизился на 1,7%. Если 8 сентября Байру проиграет голосование, это может привести к отставке правительства, досрочным выборам или назначению нового премьера. Министр финансов Эрик Ломбард пытается успокоить общество, заявляя, что серьезное потрясение финансовой системы не ожидается. Дефицит все же сократят до 5,4% ВВП, а помощь МВФ не потребуется. И еще одна новость, которая вызывает обеспокоенность. Германия готовится принять новый рейс из Пакистана. На борту самолета около 50 человек, включая женщин и детей, которым ранее было выдано предварительное согласие на въезд. Они уже информированы о предстоящей повестке. Все пассажиры прошли тщательную проверку, документация и личные данные были проверены, а также проведены так называемые интервью по безопасности при помощи посольства. В настоящее время против этих людей отсутствуют какие-либо опасения относительно безопасности, но решение принять этот рейс вызывает споры. Во время избирательной кампании партии Христианско-демократический союз ХДС и Христианско-социальный союз ХСС обязали прекратить эти программы, и даже в правительственном соглашении прописано стремление завершить прием таких людей по возможности. Тем не менее, отказ от визовых разрешений рисковал привести к штрафу до внешнеполитического ведомства от 2500 евро за каждого неоформленного человека. И именно чтобы избежать таких санкций, Министерство иностранных дел решило продолжить выдачу виз и организовать рейс. По прибытии все пассажиры направляются в специальные приемные центры, а затем распределяются по федеральным землям в соответствии с установочной квотой. Чаще всего это Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг.
И это еще не все. Вот какие новости промышленности Германии. Немецкие компании испытывают серьезное недовольство после заключения торговой сделки между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Опрос, проведенный Германской палатой торговли и промышленности, показал, 55% предприятий считают достигнутое соглашение слишком обременительным для европейской экономики. Среди компаний, работающих с американским рынком, более половины планируют сократить объемы торговли. Эксперты предупреждают, новая стратегия Соединенных Штатов Америки, направленная на изоляцию, может обернуться против самой Америки. Политика ограничений не создает привлекательных условий для инвестиций, а напротив усиливает торговую нестабильность. Предприятия с бизнесом в Соединенных Штатах Америки уже корректируют свои действия. 31% намерены пересмотреть подход к управлению издержками, связанными с американскими пошлинами. Из них 62% планируют переложить эти расходы на конечного потребителя. А дальше новости и интервью от политиков Германии. В эфире авторитетной телепередачи Маркус Ланс, бывший вице-канцлер Германии, представитель «Зеленых» Роберт Хабек, оказался на грани искреннего эмоционального откровения. В ключевой момент интервью ему задали вопрос о его личной ответственности за рост популярности крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Этот вопрос застал политиков врасплох, его реакция, глубокий вздох, стала центральной темой обсуждения. Во время беседы Хабек резко раскритиковал всю современную партийную систему Германии. Он посетовал, что ряд министров слишком идеологически зашорен, а выступления на партийных съездах партий стали бессмысленно шаблонными. Кроме того, он предложил кардинально реформировать механизм формирования Кабмина, уйти от посредников и собирать правительство по четко определенному принципу эффективности, а не политических штампов. И, внимание, сейчас очень важная новость. Германии грозит масштабная нехватка квалифицированных кадров для осуществления энергоперехода. По прогнозам Института трудового рынка и профессионального исследования, к 2030 году стране потребуется около, внимание, 160 тысяч дополнительных специалистов именно для развития возобновляемых источников энергии и проектов адаптации к изменению климата. Ситуация осложняется, вакансии в сферах энергетики и электрооборудования остаются незаполненными в течение 110-114 дней, что указывает на значительные сложности на рынке труда. И речь идет не только об энергетике. Сложности наблюдаются также в строительстве, материаловедении и производстве стройматериалов, где средняя длительность поиска сотрудников составляет 100-104 дня. В то же время спрос на рабочие места, связанные с энергопереходом, не снижается. С 2019 года число подобных вакансий в Германии выросло в 2 раза, со 173 тысяч до 372 500, а доля этих объявлений в общем объеме рынка составила около 4%. Рост особенно ощутим в солнечной энергетике. Количество вакансий там увеличилось с 41 500 до 102 тысяч. В секторе ветроэнергетики рост достиг почти 70%. Однако недостаток специалистов вынуждает многих работодателей открывать двери и для людей без профильного опыта, надеясь на их доучивание уже на работе. Чтобы преодолеть эту проблему, эксперты предлагают комплексный подход, активно продвигать технические профессии в школах, ускорить признание иностранных квалификаций, мотивировать участие женщин и пожилых людей, а также поддерживать переквалификацию из других отраслей. А дальше еще интереснее. Экспорт немецких машин и оборудования заметно снизился из-за введенных Дональдом Трампом пошлин со стороны Соединенных Штатов Америки. В первой половине 2025 года немецкие машиностроительные компании экспортировали продукцию на сумму около, внимания, 98,3 миллиарда евро, что на 3,4% меньше, чем год назад. Если учесть инфляцию и изменение цен, то реальное снижение достигает 4,9%. Поставки именно в Соединенные Штаты Америки упали еще сильнее на 9,5%, а обострение торговых разногласий с главным партнером, неопределенность в переговорах и риск новых тарифов серьезно отразились на бизнесе. В Соединенных Штатах Америки на немецкие товары сейчас распространяются, напомню, пошлины в среднем около 15%, а на автомобили до 27,5%. Хотя в рамках недавней договоренности, я уже говорил, этот тариф снизили до 15%. Эти изменения заставили машиностроителей искать новые рынки. Объем экспорта в страны Европейского Союза тоже просел на 3,7%, но есть надежда на восстановление благодаря увеличению числа заказов от европейских партнеров. В то же время увеличивается спрос на поставку в Южную Америку и регионы Ближнего и Среднего Востока. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и
и делитесь видео. Спасибо за просмотр.